Приветствую вас на своем канале. Представьте аромат корицы, сахара и горячего теста. Сегодня готовим домашние тердельники, культовую чешскую выпечку с хрустящей корочкой и мягким мякишем. Мы будем печь тердельник в духовке шаг за шагом, чтобы он получился красивым, ароматным и таким, каким его запоминают на зимних ярмарках. Тердельник – это не просто выпечка. Это улицы Праги, ярмарки и теплый свет фонарей. Растворите в теплом молоке 1 чайную ложку сахара из общего количества. Добавьте дрожжи. Оставьте на 10-15 минут и дождитесь пышной шапочки. Это знак, что дрожжи работают. К яичным желткам добавьте соль. Всыпьте оставшийся сахар и разотрите. Добавьте смесь, перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое, эластичное тесто. Сначала в миске, потом продолжите на коврике. Месите до тех пор, пока тесто не станет гладким и перестанет липнуть к рукам. У меня это обычно занимает 5-7 минут. Сформируйте шар, переложите тесто в миску, накройте пленкой или полотенцем. Оставьте в теплом месте до увеличения вдвое. У меня тесто поднялось за 50 минут. Для формирования тердельников дома будем использовать картонную втулку плюс фольгу. Это реально рабочий и самый близкий вариант к пражскому. Втулку можно использовать от пергамента или полотенец. Обернуть 3 плотными слоями фольги. Края фольги загнуть внутрь. У меня будут втулки 3 разных диаметров. 2,5, 3,5 и 4 сантиметра. Если нет втулки, то можно использовать плотную бумагу, например, от старых журналов, и свернуть ее трубочкой. Далее также обернуть при помощи фольги. Смажьте фольгу тонким слоем растительного масла. Подошедшее тесто выложите на коврик, слегка обомните и для удобства разделите на 2 части. Из каждой части получится по 4 больших тердельника. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-5 мм. Нарежьте полоски 2-2,5 см шириной. Наматывайте полоски спиралью на втулки с нахлестом 2-3 мм. Начало полоски прикрывает конец предыдущей. Последний кончик спрячьте под тесто или зафиксируйте каплей белка. Приготовьте посыпку. Классическое рождественское оформление, самое аутентичное. Сахар плюс корица плюс измельченные орехи. Смажьте тердельники растопленным сливочным маслом. Затем нанесите тонкий слой разболтанного белка. Именно он поможет орехам и сахару удержаться на поверхности. Прокатите тердельники в смеси сахара, корицы и орехов. Следите, чтобы обсыпка легла равномерно. Разогрейте духовку до 180 градусов. Уложите втулки на форму так, чтобы середина была в воздухе, а края опирались на бортики. Выпекайте тердельники около 20 минут до золотистой корочки. В середине выпечки аккуратно переверните их 1 раз, чтобы цвет получился равномерным. Время выпечки может зависеть от диаметра втулок. Тердельники на втулках меньшего диаметра выпекутся на 5 минут раньше. Достаньте тердельники из духовки и дайте им немного остыть. Аккуратно снимите их с втулок. Подайте горячими или теплыми. По желанию слегка посыпьте сахарной пудрой или туристическая версия с начинкой. Наполните кремом, шоколадом или мороженым. Насладитесь этим моментом, хрустящей корочкой,
мягким мякишем и ароматом праздника. Пусть этот трдельник станет частью ваших теплых вечеров и семейных традиций. Спасибо, что готовите вместе со мной. Пусть в вашем доме будет уютно, светло и спокойно. Желаю вам теплого, доброго и по-настоящему счастливого Рождества.